Всем привет, ребята! Давно не снимал для вас что-то новое, и сегодня появилась такая возможность. Сегодня мы с вами обсудим событие «Бродячий театр». Присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Прежде чем мы перейдем к обсуждению события, хочу немного с вами пофилософствовать. Первая тема – немного информации о моем аккаунте. Как вы видите, моя сила уже практически достигла 1 миллиарда. Я наконец-то дождался возможности использовать все свои ресурсы мероприятий Король Ледяного Поля. И давно хотел набрать силу именно за счет войск. Связано это с тем, что при появлении войск 12 уровня появляется угроза атаки китов на мой город во время стадии битвы СВС, а при большом количестве войск шансов подловить меня становится значительно меньше. Помимо этого, я улучшил свои атрибуты лучников и теперь стараюсь держать все показатели максимально равными. На основе тестов, которые я проводил, могу однозначно сказать, что с появлением Руфуса и заменой Брэдли и Бланшет я могу смело переходить на пропорции войск с упором на атаку лучников. Именно поэтому в этом событии Король Ледяного Поля основной акцент был сделан именно на них, во всех моих атрибутах. Кроме того, я достиг цели, о которой в начале игры даже только мог мечтать. Я собрал достаточное количество алмазов для открытия VIP 12 уровня. И как я вам обещал, как только я открою VIP 12, мы обязательно с вами обсудим в ролике, что я буду дальше делать с алмазами. Ну и вообще, если вы хотите увидеть полноценный обзор моего аккаунта, то давайте наберем под этим видео 200 лайков, и я обязательно это сделаю. Либо же совмещу обзор с роликом про VIP 12 уровень, как только его открою. Но пока что необходимо дождаться нужного события для использования алмазов. В любом случае, обязательно пишите свои мысли в комментариях. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Вторая тема для обсуждения – это новое мероприятие от администрации. Пару недель назад у нас было одно из лучших мероприятий, как по мне, для игроков с небольшим донатом. Это лавка разноцветного льда. И помимо этого, сегодня вышло новое событие – Бродячий театр. Обратите внимание, что в обоих мероприятиях не было мифрила, зато было огромное количество проектных планов и чертежей талисмана. И все это делается явно не просто так. Я думаю, что в одном из следующих обновлений нас на определенном этапе игры, предположительно после 10-го поколения героев, ожидают новые уровни снаряжения и талисманов губернатора. Как говорит мой тайный WhatsApp-источник, ждать этого стоит ближе к осени, а возможно даже и раньше. Скорее всего, нас будет ждать новый уровень снаряжения губернатора и несколько новых уровней талисманов губернатора. Поэтому сейчас наша задача максимально пользоваться всеми возможностями игры. Тем, кто, как и я, мало донатит в игру, нужно стараться искать максимальную выгоду в каждом событии. А где, как не в сегодняшнем ивенте, попытаться немного собрать полезных ресурсов. В любом случае, администрации спасибо за то, что они продолжают вводить для нас новые события. Потому что, давайте честно, стандартное 7-дневное мероприятие от администрации уже давно всем приелось. Так что, если говорить о плюсах, нам дали новый инструмент для развития. Ивент со льдом можно называть своеобразным пряником. А вот сегодняшнее событие, судя по отзывам из телеграма-чата, многие уже называют кнутом. Но давайте вместе разберемся с этим мероприятием и поймем, что здесь вообще необходимо делать. Кстати, если вы еще не подписаны на телеграм-канал, самое время это исправить. Сейчас ролики выходят довольно-таки редко, но полезная информация в телеграме появляется намного оперативнее. Так что обязательно подписывайтесь, если еще этого не сделали. Такс. Надеюсь, я вас не слишком загрузил своими мыслями, а теперь давайте переходить к обсуждению сегодняшнего события «Бродячий театр». В начале события нам показывают основную информацию о мероприятии. При каждой попытке нам будет выпадать одно из чисел. Если выпадает положительное число, мы поднимаемся вверх на определенное количество этажей. Если отрицательное, спускаемся вниз. Но у нас есть волшебный предмет, который называется талисман льда. Они позволяют при неудачной попытке нам не упасть вниз. Если мы все-таки добрались до вершины, то сможем получить основные награды события, которые сейчас с вами и посмотрим. Количество наград у вас может отличаться от моего, так как все зависит от этапа игры, в котором вы находитесь. Что касается этажей, то на первом и втором этаже со 100% шансом мы можем получить звездную чудо-монету. Это основная валюта магазина обмена, о которой мы с вами поговорим немного позже. Начиная с третьего этажа появляется шанс получить одну из дополнительных наград. Они выпадают случайным образом и по такому же принципу работают следующие этажи. Только выбор наград уже становится намного шире. При успешной попытке вы не забираете все награды этажа. Можно выбрать только одну, и тут уже зависит все от вашей удачи и приоритетов. В одном случае выгоднее взять звездные чудо-монеты, а если выпадут, например, чертежи талисмана, то, конечно же, лучше забрать именно их. Как я уже говорил, нам доступны обычные и защищенные исследования. Каждый новый круг начинается с использования 5 талисманов льда, а дальше уже выбор за вами, использовать обычное исследование или защищенное. По отзывам из чата телеграм-канала, многие советуют использовать только стартовую попытку за 5 талисманов льда, а затем уже попытаться добраться хотя бы до 3-го этажа бесплатно. А мы давайте просто с вами сделаем первую попытку. Еще один важный момент. Если мы хотим забрать награду с текущего этажа, система автоматически отправляет нас обратно на первый этаж, и все приходится начинать заново. А в случае неудачной попытки бесплатной, система опускает нас вниз на несколько этажей.
И что это означает? Правильно, ребята. Это самые настоящие игровые автоматы. Я человек отчасти азартный, но именно это событие буду проходить только на тех талисманах льда, которые будут доступны бесплатно или с минимальным донатом. И постараюсь просто находить нужные мне награды на определенных этажах. Давайте попробуем следующую попытку. Я уже вижу, как у многих в телеграм-канале подгорает, потому что шансы подняться высоко здесь крайне маленькие. Но спасибо администрации за то, что они хотя бы показали нам реальные проценты. При первом исследовании шанс подняться на один этаж 80%, на два этажа 19,5% и на три этажа 0,5%. А начиная уже со следующего этапа, общий шанс успешного подъема составляет всего лишь навсего 30%. И как по мне, 30% это крайне маленький шанс. Вы и сами понимаете, что даже после удачного подъема вероятность подняться еще выше становится очень низкой. А про две удачные попытки подряд я вообще молчу. Поэтому, как я и говорил, я буду стараться копить талисманы льда именно для защищенных попыток. Конечно же, решать вам, но лично я понимаю, что даже один успешный подъем с шансом 30%, который произошел у меня только что, уже удача. А следующая попытка, вероятнее всего, будет неудачной. Теперь давайте немного посчитаем. На старте события мы с вами получаем 10 талисманов льда. За выполнение ежедневных миссий мы с вами получаем еще по 20 талисманов в день. Умножаем это на 6 дней события и получаем 120 талисманов, плюс стартовые 10. Итого 130 бесплатных талисманов льда. Если же делать любую покупку в игре в течение этих 6 дней, то дополнительно можно получать еще 20 талисманов в день. И тут важное уточнение. Подойдет вообще любая покупка, даже за $1. Например, у многих из вас есть обязательные недельные пакеты, которые вы и так покупаете. Просто растягивайте их на несколько дней. Допустим, сегодня возьму недельный пакет с талисманами за $10. Завтра возьму условный пакет с рыбалки за $1, послезавтра возьму пакет с талисманами за $5, после этого возьму пакет «Войди и получи» за $1 и так далее. Таким образом, можно спокойно ложиться примерно в $20 за все событие и получить еще 120 талисманов льда. Итого у нас получается 130 бесплатных талисманов и 120 дополнительных за донат. В сумме получается 250 талисманов льда. Как мне передали ребята из телеграм-чата, за что им огромное спасибо, для прохождения второго этажа необходимо 5 талисманов. За третий этаж необходимо 20 талисманов. За четвертый этаж необходимо 30 талисманов, за пятый этаж 70 талисманов и за шестой этаж 120 талисманов льда. Помимо этого, за использование удачных попыток у вас есть возможность подняться на один этаж. Мне осталось сделать удачные 4 попытки вверх, и тогда я смогу подняться на один этаж. Тоже обращайте на это внимание при планировании. Я уже говорил и повторю еще раз, я крайне не люблю события такого формата, потому что даже при всех удачных исходах, что маловероятно, учитывая шанс в 30%, дойти до самого верха практически нереально. Как по мне, более реальная цель – это 5-й этаж. Но даже там вам может не повезти с наградами. Кому-то выпадут чертежи талисмана, кому-то камни эссенции и ящик со снаряжением губернатора, как выпали мне. Лично я для себя решил, что мой максимум в этом событии – это именно 5-й этаж. Крайний случай 6-й, в моем случае, так как на 5-м этаже для меня менее приоритетные награды. Я не хочу играть в откровенный азарт с шансом 30%. Поэтому для меня этого будет более чем достаточно. Дополнительные пакеты обновляются каждый день, но лично я постараюсь их избегать и взять максимум из того, что получится получить без лишних вложений. Помимо этого, за использование талисманов льда мы получаем звездные чудо-монеты. И теперь давайте посмотрим, на что их лучше тратить. Мифрила здесь нет, что в принципе неудивительно для события такого формата. Поэтому лично я буду делать упор именно на чертежи талисмана. Кто-то сможет задуматься о ящике с мифическим снаряжением героя, но давайте сравним. Либо 125 чертежей талисмана, либо одно мифическое снаряжение. Да, мифическое снаряжение мне тоже очень нужно, но все-таки я остановлюсь именно на чертежах талисмана. Кристаллы огня в этом магазине я брать точно бы не советовал. Единственное, что еще можно рассмотреть, это проектные планы. Но, ребята, все-таки советую делать основной упор именно на развитие показателей здоровья и смертоносности, потому что их улучшать намного сложнее, а в игре они имеют еще и гораздо большее значение. Вот собственно все, что я вам хотел рассказать про текущее событие. После лавки разноцветного льда администрация решила немного поиграть с нашими нервами, так что постарайтесь все-таки их поберечь и не делать лишних ошибок. Лично я буду стараться взять максимум, исходя из своего доната, но что-то мне подсказывает, что сделать это будет крайне тяжело. Очень важно понимать, какие награды будут выпадать именно на 5-м этаже. Например, в этот раз мне не выпали чертежи талисмана, поэтому в этом этапе я возьму звездную чудо-монету, чтобы менять ее на чертежи талисмана. 2160 монет – это 200 чертежей талисмана, и немного останется на другие опции. А какие именно, я уже буду советоваться с ребятами в чате телеграм-канала, и будем уже вместе думать, как действовать дальше. Но в любом случае, ребята, играйте в это событие с умом и берегите свои нервы.
Ну а на сегодня все, ребята. Вам огромное спасибо за просмотр. Если видео вам это зашло, обязательно ставьте лайк и напишите свое мнение об этом событии в комментариях. А теперь будем прощаться. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.